Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня решил презентовать вам вот эту мою коптилку. Или коптильню, не знаю, как правильно сказать. Вот эта коптильня в форме ракеты, которая не похожа на обычные коптильни. Значит, сейчас я вас подробнее ознакомлю с конструкцией. И объясню, что и для чего, и почему именно в такой форме я изготовил эту коптилку. Друзья, значит, коптилка моя состоит из трех основных частей. Первая вот эта конусная крышка, колпак, так скажем. Сейчас я его подниму. Это вот такой обыкновенный цилиндр с конусообразным завершением, навершием таким. И с двумя ручками. Ничего такого здесь нет. Это у нас, значит, первая часть. Внешняя. Вот это вторая часть, друзья. Значит, внутри вот этой конструкции, внутри вот этой рамы у нас располагаются две такие сетки, две полочки, сеточные полочки. Вот они вот такие у нас, друзья. Сюда для чего? Сюда мы укладываем мелкую рыбу, допустим. Что-то вроде бы вот этой воблы. Каспийской, кстати. То есть можно уложить, наверное, штук 10 вот такого размера воблы или другая какая-то небольшая рыба на полочке. Ну, конечно, не только рыба. То есть здесь можно и мясо коптить, и колбасы, и сосиски, и все что угодно. Вот это, наверное, тот, кто разбирается хоть немного в копчении, сразу понял, для чего этот поднос. Это у нас жиросборник. То есть весь жир, все масло, которое будет, естественно, в результате копчения стекать с рыбы, с мяса и так далее, чтобы не попадало на горящие опилки и не появлялся вот этот горький, едкий дым, устроен вот этот жиросборник. То есть весь жир собирается на этот поднос. Это копеечный поднос. В любом магазине продается, буквально там пару долларов стоит, не больше. Вот так. Эти сеточные полочки у нас съемные. Их можно снять. И вот уже на эти крючки, друзья, если нужно, можно вешать, допустим, вот такого плана рыбу. Вот так вешаем рыбку сюда. У меня под рукой оказалась именно вот эта сушеная вобла. И за это я для наглядности показываю, как это будет выглядеть с рыбой, например. Ну, вместо рыбы, конечно, это могут быть и в подвешенном состоянии какие-то сосиски домашние, там, колбасы и так далее. То есть здесь, допустим, можно уже повесить, если брать опять рыбу, довольно-таки крупную рыбу, сантиметров 40-50 в высоту, та, которая на полке просто не поместится. То есть здесь можно подвесить вот по количеству крючков. Да, здесь 13 крючков. 13 относительно крупных рыб можно подвесить. Вот для этого эти крючки здесь существуют. Друзья, значит, это у нас была вторая часть. Наверное, самая основная. Вот это как бы рама, конструкция сама. Ее тоже снимаем. Для того, чтобы я вам показал вот эту третью часть. То есть это поддон. Из чего она состоит? Я купил в магазине недорогой сач. Вот такой. Стальной штампованный лист. Толщиной где-то 3 мм. С двумя ручками. Навалил сюда 3-сантиметровую полосу по окружности. Это как бы бортик такой. И этот сач у нас уже получился поддон для нашей коптилки. Опять-таки для наглядности. Вот так высыпаем щепу сюда. Разжигаем печь. Щепа здесь начинает тлеть, дымить. И происходит процесс коптения. Все как обычно. То есть ничего нового, кроме того, что сама конструкция немножко необычная. Сейчас, друзья, соберем все обратно. И, значит, основная причина, почему я создал именно такую конструкцию, то есть она как бы перевернутая. Бывает обычно, чаще всего бывает наоборот. Бочка, все подвешивается, собирается внутрь бочки и потом накрывается крышка. А здесь как бы наоборот.
крышка, она внизу, а сама бочка наверху, так скажем, да, какая-то конструкция перевертыш такой. В первую очередь из-за того, что в данном случае мы создаем намного более удобный доступ к нашему продукту, так скажем. То есть здесь у нас все открыто, это не находится внутри бочки, не подвешивается, а вот так в открытом состоянии укладывается на полке, если нужно, или же подвешивается на крючки. То есть в первую очередь из-за удобства. И вторая причина, друзья, это, конечно же, наглядность. То есть в дальнейшем на Каспийском береге, когда появятся многочисленные рецепты копчения, будь то рыбы, птицы или мяса, чтобы вам, друзья, был более открытый обзор, чтобы вы видели, как это все происходит, и показать как бы всю красоту вот этого процесса копчения. А он действительно красивый. То есть как меняет цвет, это все здесь намного более наглядно. Вот такая вот конструкция получилась, друзья. Не знаю, как вы ее оцените. Да, правда, я еще не испытывал, но в ее работоспособности я не сомневаюсь. То есть, потому что принцип не нарушен, все то же самое, просто она как бы в перевернутом виде и вот с такой вот рамой. Это основное отличие от обычных коптилок. Сейчас накроем ее крышкой опять. И наша рыба оказывается под колпаком, друзья. В дальнейшем, может быть, термометр еще установлю сюда. Вот такая вот коптилка. Вам на обсуждение, друзья. Прошу, пишите комментарии, понравилась ли она вам. Если есть какие-то недостатки, есть люди, которые, естественно, лучше меня разбираются в копчении. Я начинающий коптильщик, так скажем. Да, может быть, кто-то что-то заметил. Я буду благодарен, если вы укажете на эти недостатки. И какие-то свои полезные замечания сделаете. Дай бог, в следующий раз она уже не будет пустой. Мы что-нибудь обязательно здесь прокоптим. И до новых встреч, друзья, на Каспийском береге. До свидания.